Всем привет! В этом видео будем моделировать брелок. Вот такой вот, скажем так, стилизованный персонаж будет. Персонаж этот из сериала «Игра в кальмара». Я нашел вот такую вот картинку. Собственно, он уже изготовлен. Скорее всего, это силикон. Здесь я наблюдаю отдельные вкладки. Скорее всего, они просто вставляются одна в другую. То есть там какой-то крепеж. Либо клей, либо еще что-то. Я не знаю. Ну, давайте попробуем повторить приблизительно этого центрального персонажа. Так, я уже откалибровал картинку по высоте приблизительно здесь 45 миллиметров, поэтому я создам эскиз. Ну и, собственно, поехали. Прямо от центра начну. Давайте так, horizontal vertical, вторая окружность, диаметр головы. Так, выберу контур. Только, скорее всего, отменю и это сделаю через другой тип сплайна под названием Control Point Spline. Соответственно, сюда закину horizontal vertical. Ну и вот эти все остальные части так вот подгоним, чтобы по форме было похоже. Так, зеркально отображу в этом направлении. Ну и замкну вот так вот на всякий случай. Так, что у нас тут еще есть? У нас еще, соответственно, вот тут тельце, голова. Необходимо сделать ручку и, скажем так, одну ножку. Так, spline. И так как я полагаю, что до сюда пухленькие. Направление его сделаем. Да. Вверх. Связь. И зеркально ее отображу в это направление, чтобы просто посмотреть общий характер. Делаю это лучше в другом эскизе. Так, в этом же эскизе я что попробую сделать? Так, я сделаю такой пояс. Так. В этом месте. Так. 1 миллиметр смещения, да? И у меня будет такая вертикальная линия. И здесь. Клавишу D. И. Раскладка. Так, 0,5 миллиметра. И здесь у меня тоже будет 0,5 миллиметра. Ладно, поехали дальше. Значит, закончу эскиз, найду revolve. Эти все элементы. С помощью revolve сделаем такой объект. Аля. Верну эскиз. Так, отключу падик. И с помощью вот этих вот элементов, значит, произведу экструд. Так, на произвольное направление. Метрично. То есть на произвольную величину. Делаю new body. Я даже сделаю лучше intersect. Нет, сначала сделаю cut. Нет, все-таки сделаю новое тело. Окей, потом с помощью комбайна я возьму все это, объединю. Вот здесь уже надо сделать cut keep tool. Окей. Так, посмотрим. И теперь surface. Так, давайте просто отключим, посмотрим, что здесь. То есть образовалась такая нижняя часть для ножек. Вот эта вот средняя часть вставляется. Теперь необходимо осуществить ее подрезку. Так, попробую сделать сплит body с помощью этой поверхности. Получится что-то сделать или нет? Так, это сделать не получилось, поэтому я перейду просто Surface, выберу Revolve, выберу Spline и так вот закручу. Нажму ОК, Split Body, выберу объект, выберу поверхность, нажму ОК и я отсек все лишнее. Так, это мы Remove уберем. И появился вот такой вот объект. Так, что сделаем дальше? Значит, выберем Revolve в Solid и вот этот вот профиль. Вернем голову на 360 градусов, только сделаем здесь New Body. Окей, хорошо. Так, что мы здесь наблюдаем? Так, ну причем, кстати, здесь у нас все параметризировано. Можем
подправить тельце этого человечка, так сказать. Хорошо. Так, сюда единственное, что выберу эту деталь. Isolate, клавиша F английская. Вот эти ребра, эти. В принципе, все выбираю. Даже вот эти два. И пусть будет 0,5 миллиметров скругления. Так, и сделаю Unisolate. Так, теперь отключу видимость. Эскиз, клавиша F. Выбираю эти вот странные ребра. И, значит, размерность 0,5. Ладно, попробуем. 0,5. Так, здесь все получилось. Здесь. Ага. Вот он не на всю длину, да? Поэтому что ли? 0,5. Так. Включу картинку и посмотрим, что же тут вообще происходит. Так, попробую здесь нажать Delete. Так, на виде спереди. Ну да, здесь не прямая, поэтому здесь какой-то глюк. Да. Так, перейду в Edit Sketch, выберу, значит, ректангл по 3 точкам и просто 2 и как-то вот так дополнительно вырезать. Так, выберу элемент, этот элемент, экструдирую его только симметрично. Так, верну видимость этой вставочки. Единственное, что придется удалить. Этих двух не получится удалить. Так, delete. Ладно. Так, это что, найду эту операцию с филетами и перенесу ее вперед. Откачу назад. Это с помощью пресс-пула двигаю, продлю сюда. Нажму ОК. Так, и теперь включу филет. Так, отключаю этот объект, отключаю этот эскиз. Так, здесь опять какое-то приключение образовалось. Так, попробуем все это почистить, да? Будет чистить или нет. Так, голова с телом, по-моему, одно и то же, поэтому надо их все-таки объединить. Брать экземпляры. Да, все хорошо. Так, клавиша F. 0,5. Супер. Тут уже все есть. Значит, клавиша F выделяю это ребро 0,5 и все хорошо. Так, теперь есть такая вставка. Так, вернем нашу нижнюю часть. Верну эскиз. Так, эскиз нужен. И вот это. Так, клавиша P сюда. Делаем центральную линию. Так, ну, масштабно я сделал его, получается, чуть меньше, чем на картинке. Можно, конечно, отмасштабировать его, но ладно. Так, далее. Так, допустим, я опущу где-то такую вертикальную линию. Хорошо. И вот отсюда, значит, делаю по 3 точкам. Вот такой сплайн, да. Делаю, подвину все это, сделал немножко пухленькое. Да, ну и допустим, как-то так вот еще. Закончу. Значит, применяю Revolve по профилю. Только здесь ставлю New Body. Окей. Зеркально. Face, Abadi. Отображу его. Направление. Окей. Появились вот такие две забавные ножки. Здесь, конечно, не прямые. Можно поиграть с формой. Ну, давайте попробуем поиграть с формой. Подведу. Как-то вот так вот. Но я бы немножко сделал все-таки пониже, потому что... Сейчас покажу. Ну, эскиз с помощью комбайна нижнюю часть ножек объединяю. Клавиша F и попробую сюда. Так, миллиметр сюда получится. Миллиметра, наверное, много. Пусть будет также 0,5 миллиметра. Хорошо. Так, что у нас осталось? Сделаем ручки.
Так, верну этот эскиз. Тоже в режиме его редактирования. Так, и что мы имеем, да? То есть мы можем сделать, как мы видим здесь, ручка немножко все-таки сужается вот к этому месту. Поэтому, возможно, имеет смысл сделать это все через... Так, но он уходит туда в голову, да? То есть раз какой-то элемент и... Так, здесь... Ну да, он здесь все-таки соединяется по большей части, поэтому пусть будет где-то ручка. Так, клавиша D. Так, здесь пусть будет 4 миллиметра, а здесь на это безобразие пусть будет 3, ну пусть будет 3 миллиметра, хорошо. Так, что делаем дальше? Я возьму сплайн от центра через точки, вот так вот все это здесь закреплю. Таким образом, поиграем с кривизной вот этой ручки. Ну ладно, в принципе, пусть будет так. Что я могу еще сделать? Finish Sketch, Surface, Extrude. Выберу два вот этих элемента и также проэкструдирую. На самом деле не экструдирую, я отключу видимость элементов и нажму ОК. Так, включу видимость всего этого, создам первый эскиз. Так, клавиша P, близкая, проекция, окружность вот из этой линии до ребра, до вершинки. Значит, создаю еще одну окружность. Клавиша P, проекция и cycle от центра до сюда и 4 миллиметра. Finish Sketch. Теперь я в Solid нахожу Loft, выбираю первый профиль, выбираю второй профиль, далее выбираю Rail. Так, почему-то пишет, что нет касания. Можно нужно было вторую настройку. Верну остальные элементы. Что-то мне не нравится здесь. Там. Так, поехали дальше. Так, в этом эскизе все-таки сделаю Edit Sketch. И здесь удалю этот размер и удалю вот этот размер. Пробую здесь увеличить побольше. Так, нажму Finish Sketch. В принципе, так мне нравится больше. Ручка касается. Так, соответственно, просто ее зеркально отображу направление и нажму ОК. Хорошо. Так, соответственно, предполагается, что все эти отдельные тела будут как-то крепиться. Здесь, конечно, у них ручки какие-то, здесь вот пальчики сделаны, какие-то ботиночки. Я же видел вариант немножко другой, отличающийся. То есть вариаций данного брелка достаточно много, но в целом они плюс-минус все похожи. Я сейчас попробую сделать полноценную сборку вот именно этого брелка, чтобы можно было его собрать, скажем так, из отдельных литьевых частей, что ли, не знаю. Здесь отдельно, то есть черный это одни детали, розовые это другие детали. Так, мне осталось накинуть филеты в эти места. 0,5 здесь получится. Пусть будет 0,5. Ну и, соответственно, я делаю, опять-таки, Create Sketch, клавиша P, только я сделаю проекцию вот этого всего, безобразия, клавиша P, проекция вот этого всего. И с привязкой к центральной точке здесь, и к центральной здесь я сделаю такие оси вращения, и сделаю, опять-таки, этот сплайн. Так, можно также через del их удалять. Ну, допустим, пусть будет вот так. И здесь я тоже все удалю. Значит, с помощью линии иду чуть в сторону, например, и с помощью сплайна. Вот так, да. Так, Finish Sketch. Wolf. И еще раз New Body. Окей. Так, клавиша F. Допустим, полумиллиметра скругления. Здесь есть пересечение взаимное, поэтому вот так, чуть уменьшу здесь. Так, ну а здесь тоже.
размерами. F0,5. Хорошо. Да, здесь тоже стоит это все уменьшать. Ну, пусть будет вот так. Единственное, что покороче включим. Ну, собственно, вот основные детали уже здесь, по сути-то, и готовы. Зеркально отобразим все это. Вот персонажик получается. Конечно, тут можно поиграть с ножками, с ручками. Так, единственное, что теперь давайте сделаем маску. Соответственно, здесь это черная часть накладная. Просто создам эскиз, клавиша P, сделаем, значит, проекцию тела. А так как здесь окружность, у меня есть центральная точка, и, скорее всего, здесь все по правилам, все кругленькое. Я просто вот так вот возьму, эскиз, закрою все это, сделаю split face, выберу поверхность и выберу данный эскиз. Нажму ОК. И вот так вот здесь у меня все, получается, разрезалось. Так, перейду в Surface, выберу патч, сделаю патч вот это вот отверстие, скажем, по этому фейсу. Делаю теперь split body, выберу патч, проект мы сделаем. Так, это можно удалить. А вот этот кусочек, так, я гашу его видимость, сделаю клавишу F. Так, конца. Так, а здесь что у нас получается? Здесь у нас получается, что есть какой-то отступ внутрь. И от него уже пошла вот эта вот часть. Но на самом деле, как я полагаю, здесь просто какое-то скругление 0,5 будет много. Много ли? Ну, кстати, вполне себе, наверное, тот самый размер. Поэтому здесь нам осталось только нанести. Так, проекция вот этого тела. Т-образно. Вниз. Вправо. И вот здесь, допустим, вправо. Поэтому D. Пусть будет здесь 0,5. А здесь пусть будет 1 миллиметр. Мы зеркально возьмем и отобразим. Так. Моменты. Управления. Хорошо. С помощью трима ножниц беру все. Finish sketch. Так. Lead face. Выберу face и выберу. Нет, не выберу. А что мне делать? Так, во-первых, edit sketch. Добавлю все-таки здесь кружочек этот. Set и положим, ну, на -1, что ли. Минус 0,6. Ну, пусть будет хотя бы так. Так, ну маска все-таки, наверное, стоит немножко опустить. Так, ну, тут есть какие-то привязки. Ладно, пусть будет так уже. Просто с помощью трима уберу лишние элементы. Так. Sketch. Да? Допустим, split face. Выбираем вот эту окружность. Split face. Выбираю еще. Ну и повторяем то же самое для остальных элементов. Там. Если бы это, конечно, был один такой эскиз, то можно было сделать за один раз все эти элементы, скажем. Ну, через press pull, допустим, здесь 0,4. Так, клавиша F. И здесь 0,2. Будет ли скругление? Хорошо. Ну и здесь пусть будет 0,4. 4,02. Концом. Почему он не хочет? Возможно, вот из-за этого скругления. Ага. Теперь здесь по-другому. Так, а если мы сделаем, значит,
через mesh offset этого галочку снять. И так, и теперь задам толщину для этого, например, 0,3. Хорошо, вот толщина у нее появилась, клавиша F. И на некоторые части нанесем так 0,2. Ну, пусть будет 0,2. Так, соответственно, осталось, скорее всего, нанести скругление только вот на вот эти части. Можно будет все объединять. Либо сначала объединить, а потом посмотреть, как оно будет здесь. Да, точно так же будет. 0,2. Хорошо. Включу картинку. Угу. Так, вот эти элементы, получается, срезала. Придется их объединить обратно. Так, ну вот такой вот, тут можно ушко добавить какое-то. Соответственно, как я все это себе представляю. То есть, допустим, для этой детали здесь каким-то там диаметром, ну, допустим, 1 миллиметр. Возможно, даже тут есть какой-то тип ушечка, допустим. Finish Sketch, Revolve. Чуть наоборот. Ну, то есть получается, что, допустим, это происходит вот так. Тут есть еще ручка. Мы делаем комбайн, раз, два. Делаем cut и keep tool. Так, соответственно, для этих частей можно повторить то же самое. Но на самом деле, вот эти элементы можно все уже объединить через join. Так, а вот это надо погасить. Видимость. Bind. Так, ну с нижними накладками то же самое, я полагаю. Нужно сделать. Delete. Delete. Почему-то только так это все кликается. Так, теперь делаем комбайн. Вот этими двумя частями делаем cut. Окей. Так, соответственно, что я вижу вот с этой вот верхней частью и вот этой вот. Я полагаю, что где-то здесь, так, клавиша P, допустим, где-то вот в этих местах все-таки есть тоже такие два цилиндра, может быть их больше, чем два, я не. Так, 1 миллиметр, ну пусть будет join. Беру зеркально это, отображаю. И так, штанишки-то все перекрывает, поэтому пустим. Меняю опять. Так, то есть вот так, да, соответственно, я из этого cut keep tool убираю этот элемент, потом возвращаю верхнее. С помощью комбайна keep tool я убираю этот элемент. То есть получается, что как будто бы все вот эти вот элементы, они один в другой, в принципе, можно, конечно, уменьшить, можно здесь добавить какое-нибудь сужение. В принципе, как я полагаю, они втыкаются одна в другую и просто на трении тупо держатся там. В принципе, с маской то же самое, поступить какие-то пару фиксаторов. Скорее всего, 2, может быть 3 втыкаются, да, эта штучка фиксируется, все. Так, ну вот и все. В принципе, здесь все как-то похоже, по пропорциям все это можно регулировать. Ну и вот такой вот, скажем, брелочек можно, не знаю, распечатать на принтере. Ну, красить не обязательно, можно его в силиконе, либо еще как-то с ним поступить. Но в целом вот такая вот мультяшная моделька получилась. На этом все, до новых встреч.